Турция понимает, да, как происходит передача денег, в частности в Мерсине. То есть вот эти моменты были сложные. Пускай это будет максимум $5000, да. У меня были клиенты, они приехали на машине с Украины. Так это те самые известные же певцы. Вот они, слева направо. На самом деле я же люблю эту профессию. Я понимаю, что в какую бы страну или город не приехал внутри Казахстана, я продолжала заниматься этой деятельностью. Я сейчас, конечно, себя не оправдываю. Скучаешь ли ты по родине? Где ты жила? Обрушит на меня хейт. И мне Турция вообще, в принципе, никогда не нравилась. Интересно. Да, Но ты была раньше здесь? 9 лет назад я была в первый раз в Турции. Так. Я приехала сюда с семьей. И, отельный отдых, море, классно все, но особо она меня тут не впечатлила. То есть, понимаешь, да? 1,5 года я живу назад, то есть, получается, где-то через 7 лет я приехала с переездом. И поэтому в целом в вопросе переезда в другую страну не стоял. У меня стоял вопрос переезда внутри Казахстана, там мы рассматривали Алмату. И, случайно просто я утром открываю Инстаграм и вижу, там одна блогер, наша станицкая, размещает цены на арендное жилье в Алании. Я тогда просто сопоставляю примерно. И мне тогда зарождается мысль, что интересно было приехать сюда пожить. Я знаю, что безвизовые 3 месяца, и оформить ВНЖ, в принципе, не так проблематично было в 2020 году. Ну и в целом вот так мысль зародилась. Вот ты приехала в Мерсин спонтанно, скажем так. Решила купить квартиру. Какие испытала трудности? Самые первые трудности, которые я испытала, это, конечно же, отсутствие каких-либо знакомств, не знаю, людей просто. Как сказать. То есть, по факту сейчас, например, за 1,5 года большое количество уже сюда приехало, и у кого-то есть знакомые знакомых, кто как-то тебе может в чем-то помочь, подсказать. Мы тогда на тот момент приехали, у нас этого не было. Та девушка-риэлтор, которая нас консультировала, она нас не встретила, соответственно, мы как-то буквально там за несколько минут принимаем решение работать с другим человеком. И как понятно, все показывает объект, нам нравится, все, в принципе, совпадает с тем, что есть, но вот это самая первая трудность – отсутствие человека, с которым можно просто посоветоваться. Просто, правильно, как, потому что там мы вносили задаток, нам дали его просто на какой-то копирке, и мы приезжали в Топу, а он находился вообще-то там на окраине города, здание было старым, и мы приезжали, и мама мне говорила: посмотри там, в Ютубе или на фотографиях, это действительно Топу или нет. Вот эти какие-то моменты, конечно, они вызывали трудности, напряжение. Кто покупал квартиру в Турции, понимает, да, как происходит передача денег, в частности в Мерсине. То есть вот эти моменты были сложные. Сложности переезда, самого принятия решения, особенно если перевозить сюда своих родителей, это тоже большая ответственность. В этом плане было сложно. Кстати, когда Мерсин изучали по районам, потом основных вопросов был самые лучшие пляжи. Многие писали уже, те, кто здесь живут, что самые лучшие пляжи начинаются с района Арпач-Бакшиш. Я сюда добавлю Тамюк, конечно же, потому что он плавно перетекает в Арпач. И туда дальше Сорду, Эрдемли, Аяш. То есть на самом деле начинаются одни из самых лучших пляжей. Вот. Поэтому мы сегодня здесь. И кстати, то есть не важным фактором был для нас пляж, потому что в любом случае приехать из ТДЖ, да, где я живу, до Арпача, это минут 10-15. В этом и прелесть проживания здесь, что, живя в одном районе, ты можешь пользоваться всей полосой Средиземного моря. Кстати, вот во всех районах практически, там, обычно как в городах, в центре, да, основная там часть патрулирует, то вот сейчас мы здесь с тобой находимся, да, сидели в кафе, к нам подошли, спросили, для чего ведете съемку. То есть у них все на контроле, но это все так очень спокойно,
тихо. Здесь вот патрулируют машины, периодически они ездят как вдоль побережья, так и вот на основной дороге. Поэтому, конечно же, здесь очень безопасно, невзирая там, в каком районе вы живете. И это тоже важно. А полицейские здесь очень милые, добрые. Раз 10 извиняются пока. Да, пока к тебе Спросит, обратятся, откуда да. вы, где живете. Первым делом спрашивают, из какого вы сите, где живете, где поселились. Потом спрашивают, откуда вы родом. Потому что им тоже все это любопытно и интересно. Конечно, поток в любом случае иностранных туристов, не только стран СНГ, он как бы подразумевает то, что здесь должна быть усиленная охрана. Ну, несмотря на то, что достаточно безопасная территория Турции. В общем, сейчас мы выехали из Арпач-Бахшиш, и соседний район у нас Эрдемли. Эрдемли. Да. А Арпач, Бахшиш у нас относится к Эрдемли. Эрдемли это, можно так сказать, центральный район. Так. Вот. Который, в принципе, тоже начнет пользоваться популярностью, поэтому изучите. Ну, мы постараемся в следующих видеороликах рассказать о нем поподробнее, потому что он такой тоже неизученный, недооцененный, я могу так сказать, район. Я его очень люблю. Смотри, ну вот что едешь и просто наслаждаешься. Да, виды балдежные. Хочется, чтобы он не заканчивался. Эта дорога. Это отель. Видишь, вот это такая кирпично-жжённый кирпич. Это отель, но почему-то он продается. Не знаю почему. Его так и не запустили? Его так и не запустили. А представляешь, какой бы он классный был? Я не Да, знаю, почему очень его круто. никто не может выкупить. Может, просят очень много или что. Но вот когда сюда приезжаешь, его замечают абсолютно все. Ты видел? В американском стиле. Да. Если бы его запустили, я бы там уже поселилась. На день-другой пожила. Я думал, ты говоришь, я бы уже выкупила его. Ну, вполне возможно. Вполне возможно. Есть такие амбиции? Определенно. Отель выкупить? Отель на Средиземном побережье. Это же просто предел мечтаний. Это из разряда хочешь сделать хорошо, сделай это сам, да? Вот у тебя есть понимание, как, например, организовать, если отдых, отельный бизнес? Вот, пожалуйста. Да. Когда ты сам этот путь проходишь, вот, да, ты же сам тоже приезжал, ты же понимаешь, где бы, что бы ты улучшил. То же самое. Кстати, может, как-нибудь про отели расскажем, Мерсина? Можно. Отдельно Если показать. будет интересно, то да, потому что в России говорят, что по поиску Мерсина очень мало выдает вариантов. Но опять же, почему, кстати, классная идея, почему стоит рассказать. У меня были клиенты, они приехали на машине из Украины, и, в общем, ну, я их забираю, да, утром мы договариваемся, они мне скидывают локацию, я их забираю, и они мне говорят, мы в Эрдемле остановились. Чтобы ты понимал, ты видел, то есть Эрдемли протяженность практически там 30 километров. И я еду, и я понимаю, что они остановились в Вояж. А то есть это вообще далеко. Ничего Мне себе. с ТДЖ ехать. А все почему? Потому что вот так вот они не знали, где остановиться. Они присмотрели цену, в принципе, район недалеко и остановились. На самом деле было тяжело. Это хорошо, они были на машине. Но вот так люди по незнанию могут заселиться не там, не в том районе. Соответственно, что получится? Может не то впечатление произвести город, правильно? Да. Потом тяжело добираться куда-то. Да даже если на своей машине, бензин здесь очень дорогой. Да. И, конечно, лучше грамотно заранее посмотреть, где вы остановитесь, Да. выбрать отель. Но одно дело выбирать отель на букинге, где можно просто почитать, например, за эти отели, отзывы, да, там есть фотографии, ценники. А другое дело, если человек, который здесь живет давно, расскажет вам поподробнее, да? Потому что здесь есть и Хилтоны там всем известные. Да, под любой запрос карман есть. И поэтому, Да. когда вы будете хотя бы примерно знать, где какой отель расположен, какие там условия пребывания, ну вот эти все какие-то нюансы.
Куда ты меня привезла? Я привезла в Эрдемле. Так. Мое любимое заведение. Мне тебе тоже понравится, видишь, там фотографии всех популярных певцов. А, так это те самые известные же певцы. Вот они, слева направо. Ну ладно, Адриана Челентано. Это Джигурда. Вот, кстати, раздражает. Это Леми Килмистер из Motorhead. Тебя раздражает же моя музыка, а это вот он, один из тоже популярных. Не могу выговорить его имя, но мне нравится это очень. Почему-то, когда я сюда приезжаю, я ощущаю себя как в хорошем турецком сериале. Я хочу тебя пригласить, может быть, наверное, скорее всего, на следующий месяц, посетить Восточную Европу. Там нет моря, но... Ну, за язык ее никто не тянул, вы сами слышали это. Так что лайки сыпем под этим видео. Я отвезу его в Сирию до такая. Да. Ну, не настолько восточную, да. Но кое-какие красивые места мы возьмем с собой дрон, машину и двинем, поснимаем кое-что для вас интересное. Поскольку Рифат все-таки избалован вот этими, как это, скажем, гастрономическим изобилием, обязательно нужно будет посетить Газиантеп, где самое вкусное мясо, сладости. Ну, то есть вот там прям гастрономический тур. Ну это вот так. Ну все, Под вы палящим поняли. солнцем дала тебе Рифата вы потеряли. Вот так вот отдыхаем мы здесь, да? Люди вон катаются, а эти тут... О, маникюр какой. Такой счастливый, как будто бы он нашел свое убежище. Ну, конечно, в тенечке здесь хорошо пристроился с нами. Ну, давай, Баян, расскажи нам насчет языкового барьера. Сколько ты уже здесь находишься, начнем с этого? 1,5 года нахожусь. Вот. За 1,5 года как тебе дается язык, учитывая, что ты с Казахстана? И учитывая, что я не знаю казахский язык. Да. Но турецкий же очень похож. Похож, ну да, если бы я знала, наверное, казахский язык получше, мне было, наверное, в разы проще. На самом деле, да, народу тюркского происхождения им значительно будет легче адаптироваться в плане изучения. Большим плюсом будет то, что, по крайней мере, язык не режет слух. То есть он же похож, соответственно, это что-то привычное. Язык я специально нигде не изучала, на курсы я не ходила. Для меня понимание того, что важна практика. Каждый день практика, и в этом, конечно, большую помощь оказал город Мерсин, потому что на момент переезда сюда здесь, в принципе, никто даже каких-то определенных слов не знал на русском языке. Сейчас зайди в магазин, они тебе там могут сказать привет, как дела, какие-то, на рынок даже приди фермерский, тогда, в принципе, вообще никто не знал. И я приехала, зная там буквально 3 слова. Но на сегодняшний день я могу сказать, что, в принципе, неплохо владею языком. Ага. Тамам, ладно. И он мой владеет. Поэтому... Как так получилось, что ты не знаешь казахский язык? Что ты хочешь? Где ты жила? Обрушить на меня хейт. Пока в Казахстане идет жесткая пропаганда изучения казахского языка, я здесь глаголю о другом. Ну, слушай, я выросла в центральном Казахстане, где преобладало большое количество русскоязычных людей. Я сейчас, конечно, себя не оправдываю, в смысле не говорю, что это... Но не было какой-то базы. То есть в школу я пошла русскую, в классе у меня было 2-3 человека казахов, остальные все были русские. Но, в принципе, я всегда общалась с русскими, с русскоязычными. Соответственно, не было надобности изучения казахского языка, в принципе, скажу честно. Родители на каком языке с тобой говорили в детстве? На русском. Мама у меня вообще с России. С какого города? Новосибирск. Новосибирск. Передаем привет городу Новосибирск. Город Купино. Да. Новосибирская область. Вот, поэтому вот так вот. Но здесь благодаря практике. То есть, если бы у меня в Астане важно было бы все говорили на казахском языке, соответственно, я тоже бы выучила. Здесь ни русский, ни казахский по факту тебе не нужен, поэтому хочешь не хочешь, ты должен говорить на турецком языке, и ты его учишь самостоятельно, через курсы. Но я приняла решение погрузить себя в общество
от турков, чтобы улучшить свой разговорное понимание. Так, у нас здесь новый гость. Хочет пару слов тоже сказать. Слушаем вас внимательно. Что можете сказать по обстановке вообще здесь, в Эрдемли? Я пока на чили, на свободе. На чили ты, да, братишка? А? На чили ты, да, братишка? Вот так вот. Опа, сниматься, да? Красавчик. Сережка. Не хочет уходить. Ну, а тетя мне. Баян, я думаю, лучше место не подобрать, чтобы задать вопрос такой, чем тебе нравится Турция? Турция мне нравится. Тем, что в любую точку, куда ни приедешь, вот, пейзажи, 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 пейзажи. Скучаешь ли ты по родине? Нет. Не скучаешь? Совсем-совсем? Совсем-совсем. Сколько ты прожила в Казахстане? И в Казахстане прожила 30, 30, 33-32 года. Всю жизнь? Ну да, всю сознательную жизнь с самого детства прожила в одном городе, в одной стране. Здесь я 1,5 года, и нет, я не скучаю. Чем ты занималась в Казахстане? В какой сфере работала? Ну, в сферах я работала разных. А последние 2 года перед тем, как сюда уехать, я занималась продажей недвижимости. Где-то с 2017 или 2018 года. Вот. Поэтому, в принципе, здесь я продолжила заниматься своей деятельностью, чему очень рада. Но после того, как ты приехала в Турцию, ты продолжила деятельность риэлтора. И у тебя уже есть опыт, есть с чем сравнить. Что скажешь, какие есть отличия? Какие особенности работы может? Есть определенные сложности, ряд определенных сложностей, которые возникли. Но опять же, я больше опираюсь на свои ощущения. Здесь каждый клиент, каждая продажа – это вот прям новый уровень твоего роста. В Астане, да, в Казахстане, в частности, где я занималась недвижимостью, он тоже был. Но даже по тем коллегам, которые дошли уже до какой-то верхней ступени, ну, то есть дальше все. Здесь это каждый день, это новый уровень, еще раз повторюсь. Невзирая на в каком сегменте ты работаешь. Это все интересно, и это плюс большой круг уже новых друзей, я так назову, да, не только клиентов, а именно друзей с разных стран. И я понимаю, что где бы еще со мной могло только случиться, если бы я не была здесь и не занималась в этой сфере. Не занималась этой сферой здесь. А как насчет менталитета? Какие-то, может, сложности были? Ну, конечно, есть сложности. В принципе, люди здесь немного другие, чем у нас. Но в целом, когда вы куда-то переезжаете, если вы там планируете работать, неважно, вы должны быть готовы, в принципе, ко всему. То есть относиться... В какой-то момент тебя раздражает, например, турецкая непунктуальность. В каких-то вопросах они относятся проще, потому что наши соотечественники, мы больше замороченные. Они относятся проще. То есть у них нет понимания, не знаю, кинуть, обмануть, а нам кажется, что на каждом шагу нас обманывают. Соответственно, когда ты пытаешься им это объяснить, для них это немножко в диковину. И первые несколько месяцев это напрягает. Напрягает, когда нужно объяснять, тем более, если барьер языка есть. А потом со временем нужно к этому относиться к юмору, как к данность. Ты ничего не можешь поменять, ты должен принимать правила игры той страны, в которой ты находишься. И тогда становится намного проще. Как приехала, ты сразу начала работать?
Вообще, интересно, когда я сюда собиралась лететь, у меня был такой блок, короче, я вообще не хотела здесь работать риэлтором. Ну, максимум, что я хотела, это работать, может быть, где-нибудь в отделе продаж какого-нибудь застройщика. Почему? Потому что, ну, мне было стрёмно здесь работать риэлтором. Потому что здесь каждый, кто приезжает, работает риэлтором. А я же до этого, у меня же есть опыт работы. И у меня было понимание, что я сравняюсь со всеми. Типа, вот еще одна приехала и тоже работает риэлтором. На самом деле, я же люблю эту профессию. Я понимаю, что в какую бы страну или город не переехал внутри Казахстана, я продолжала заниматься этой деятельностью. И вот это у меня был некий блок, но, видимо, жизнь сама расставляет все по своим местам. Я приехала в Мерсинг где-то числа 25 декабря. Уже до Нового года я здесь помогла купить квартиры 2 семьям. Вот. Это все произошло вот абсолютно легко и быстро. И как-то потихоньку я начала дальше же вливаться в эту работу, ну и понимать, что все-таки я чем-то отличаюсь от других определенно. Нельзя лишать такого риэлтора, как я. Ну, я слышал, что риэлторы в Турции, в принципе, хорошо зарабатывают. Вот на твой взгляд, в среднем, сколько может риэлтор зарабатывать? Риэлторы в Турции очень хорошо зарабатывают. Я так думаю, в среднем, ну, можно как минимум зарабатывать около 1000 евро. Ну, это прям в среднем, ну, прям как минимум, я так думаю. Ну, соответственно, все зависит от того, в компании ты работаешь, не в компании, каким образом ты привлекаешь клиентов. Опять же, риэлторы в компаниях, да, то есть у них определенные другие условия работы. Соответственно, ну, я думаю, как минимум 1000, как максимум, ну, может, до 5, до 10, все в зависимости от того, вообще, какие ты квартиры продаешь. Может, кто-то земли продает. То есть, вот. Ну, в среднем 1000-1500 можно на изи получать здесь. А если пофантазировать? Если пофантазировать? Ну, реальные только цифры. Смотри, все зависит, во-первых, от объекта. Но я всегда об этом говорю, что физически ты не сможешь продать, ну, то есть вот если в этом месяце ты продал максимум, к примеру, 10 квартир, ты физически не сможешь на следующий месяц продать 20. И большая проблема риэлторов, это всех практически риэлторов, это прям 90%, они останавливаются, то есть вот есть риэлторский потолок. Несмотря на то, что говорят, у нас нет потолка, мы зарабатываем сколько хотим, на самом деле он есть. Потому что когда ты работаешь в одной сегментации, у тебя одна и та же комиссия, да, там, то ты, ну, все, пускай это будет максимум $5000, да, как максимум, ну, все. Это будет 10 квартир, ты получил там 5000, больше ты не сделаешь, потому что физически 20 квартир продать уже не сможешь. Но мы живем в Турции, здесь, в принципе, на $1000 можно Да. Здесь... очень хорошо жить. Вот мы с тобой несколько раз были и на завтраке, и на обеде. Что бы мы ни заказывали, объедаешься, 200-250 лир – это максимум. У нас выходил чек. Чтобы понимали, средняя зарплата 4000 лир – это 300 примерно, да? $300, ну, грубо говоря. Ну, понимаешь, да, $300 получают в Турции. При этом турки, ну, ты сам видишь, они не отказывают себе ни в чем, они могут поехать отдохнуть. Ну, тут же все доступно. Вот, а когда ты, конечно, риэлтор и зарабатываешь 1000, ну, возможностей у тебя становится больше, определенно. Откуда у тебя взялся вот этот симпатичный шрам на руке? Вот это? Да. Очень симпатичный, конечно, шрам. Это было в далеком 55-м году. Надеюсь, 1900? Мы шли с танками. Что, прям рассказываешь, что ли? Вкратце поведай. Мне было лет 15, и мы с девчонками, с мальчишками гуляли у кого-то дома, в коттедже, там веселились, гуляли. И в какой-то момент мне моя подруга говорит: слушай, нам ехать далеко, тебе ехать далеко, давай оставайся у меня. То есть мы доедем до моего дома, ты не останешься. Я звоню маме, она, естественно, говорит: нет, возвращайся домой. Я возвращаюсь домой, приезжаю домой, был, по-моему, 12 час ночи. И ложусь спать, а у нас был частный дом, то есть у нас был большой дом, и он делился как бы на 2 хозяев, то есть в одной части жили квартиранты, в другой части жили мы. И я не помню, в какое-то время было, в 3 или 4 часа утра, я сплю, и я слышу слово «пожар».
и в мое окно залетает камень. И я почему-то в какой-то момент понимаю, что как будто бы сейчас загорится моя комната. Я встаю с кровати, то есть я не спускаюсь, не вставая с кровати, точнее, я вылетаю в дверь. А в двери было вот такое стеклянное, что это, как обрамление. Ну, короче, в центре было стекло. Я вылетаю через него полностью. То есть у меня лицо разрезано было, все зажило. И, соответственно, вся моя рука до кости, она была просто разорвана. То есть ты в этот момент на адреналине просто Да, выбежала? я на адреналине выбежала, у нас был такой коридорчик, и там закрыта была дверь. Я ударяюсь головой об дверь, и только потом я понимаю, что происходит. Я выхожу, понимаю, задымление идет, мама на меня смотрит, она вообще в шоке, то есть она в шоке. Вот, вызвали скорую, ну, соответственно, ничего не помнишь, в смысле, боли не ощущаешь, потому что шок. Ну вот как-то так получилось, что и все, меня забрали, зашивали. Ну, в общем, это был 9 класс. Я 9 класс практически не училась. 3 операции у меня было в общей сложности за месяца 3. Вот так. Ну, на функциональность руки не повлияло? Повлияло. Да. То есть я ходила полтора месяца я ходила с гипсом. Соответственно, она мне потом не разгибалась, не сгибалась, не разгибалась. Она была в одном. И мне, когда, видимо, экстренно зашивали, мне перетянули нерв. То есть у меня сухожилие все. И второй раз меня оперировали, потому что нерв, вот эта часть, вот эта вся, она не бесчувственная была. Да. В общем, вот как-то так, реабилитация и тому подобное. Что если меня где-нибудь Потеряют? расчленят, найдете меня по этому шраму. Или вдруг я без вести пропаду. Не надо ничего убирать. Как зовут дочу? Данеля. Данеля? Данеля. Кто придумал такое имя? Я. М. Это имя. Откуда идея пришла? Не поверишь. Вообще я хотела ее назвать Даяна, потому что меня зовут Баян, ее папу зовут Данияр. Ну, то есть, Мгм. Смешать и да, получилось. смешать и получить Даяна. За месяц до ее рождения, получается, у моего брата двоюродно рождается дочка, М. и они называют ее Даяна. М. А мне уже вот все рожать. И чтоб не повторяться. И чтобы не повторяться, у меня началась паника, как назвать ребенка. И я, в общем, как-то еду домой и вижу надпись на магазине «Данель, Данеля». И мне так понравилось вот это звучание. М. Я помню, маме говорю, ну, второй свекрови. Мгм. Говорю, слушайте, я хочу назвать девочку Данель, она говорит, отличное имя. И самое интересное, потом эта надпись пропала. То есть я не видела, и либо это какой-то знак был, ну, я, короче, непонятно. Ты забрала оттуда эту. Да, идею. видимо, какая-то вот нет. Потому что с именами для девочек на самом деле очень сложно. М. То есть для мальчиков там... Мгм. Все. Но стоит признать, имя действительно красивое. Да, имя очень Да. красивое. Имя очень красивое, и ей оно прям подходит. Потому что у меня самой был постоянно комплекс своего имени до определенного возраста. И Ага. мне хотелось, чтобы там, если у моих детей было такое имя, чтобы там все, в общем, не придраться. Где она сейчас? В Казахстане. М. В Казахстане у папы с родителями. Ну, была здесь? Да, живет она здесь, постоянно со мной, М. учится. В школу ходит, да? Да. Закончили 6-й. Первый год турецкий, получается, закончили. Вот. Как тяжело давалась ей адаптация? Если я сейчас скажу, что ей давалось все легко, она посмотрит это видео и скажет, что я обесцениваю все ее старания. Ну, есть... Ну, в действительности, ну, она очень умная девочка. Старательная, любознательная, и поэтому в целом дается ей легко. Детям быстрее дается, да? Да. Это наши соседи, арабы. Они такие вот. Да, мы находимся сейчас на 12 этаже. Чуть позже покажем вид из окна какой. Открывается. Да. Баян пригласила нас к себе домой, в гости. Вот. Что-то мы тут отмечаем, да, сейчас?
Старт твой ролик отмечаем, короче, да? Старт ролика. Твой этот интервью первое. Ты прям меня врасплох застаёшь постоянно. Ну в этом и есть весь смысл. Как говорится, без прикрас. О чем мы сегодня с тобой говорили, чтобы каждый проживал ту жизнь, которую он хочет. Хотя бы приблизился к ней, тогда уже человека будет не остановить определенно. Давай. Самое главное не бояться действовать, да? Шерифа.